Все в эфире. Сегодня мы узнаем о тортах 21 века. Оказывается, мода существует и в кондитерском искусстве. И вот сегодня мы увидели именно такой удивительный торт. Скоро он будет в наших руках, Алексей. Дело в том, что сегодня подарил нам этот торт. И вот мы расспросим как раз, что же это за удивительное такое творение. Это муссовый торт. Разработали его французские кондитеры. Мусс – это как бы основа на сливках. Французы называют это пеной. Это основа, плюс бисквиты, штрезель там используют. Ну, технологии мелкие я не буду рассказывать. Отличие то, что этот торт низкокалорийный, минимальное количество сахара, в то же время он вкусный, сладкий, обожаемый людьми, и мужчинами, и женщинами, и детьми. Как мы еще иногда называем недостаток этого торта, что не отделаешься одним кусочком. Да. Что еще рассказать? Сложно ли сделать такое покрытие удивительное? Вот оно и как-то естественным образом, да, ложилась краска? Да, для этого торта подвергается глубокой заморозке. Затем перед подачей он покрывается глазурью. Вот этот торт индивидуален. Повторение этого невозможно. То есть используют 3 разные глазури. Там хитрости я не буду рассказывать, как это достигается. Этому надо учиться, сразу не получается. А долго ли учиться, кстати? Вот сложно ли кондитеру подобным искусством овладеть для того, чтобы такие торты создавать? Ну, есть везунчики, может быть, у кого-то получается через полгода. Супруга к этому шла 8 лет она где-то, более 8 лет она этим заразилась, занимается, училась. Училась в Москве в серьезной школе Кислицына, училась в Испании. И 2 года самообразования, тренировок. Утро начиналось в онлайн-кондитер. То есть я смотрю эти уроки 10 раз, ничего не понимаю, она уже профессионально владеет. И плюс постоянные тренировки. Вот этот торт малина тонко, я рассказал о бобах, да? Что малина используется бобы тонко, и 3 шоколада – это хиты этого сезона. Вручаем вам. Что еще? Благодарю. А чем отличаются они? Вот еще раз, могли бы от обычных тортов, к которым мы привыкли, может быть, которые используют масло сливочное, да? Менее калорийные, менее правильные для нашего организма. Французы, по-моему, в 80-е годы добились, что это вкусно, сладко. Кондитерка без сахара не существует, но его там минимальное количество. Самые безопасные красители, которые там из натуральных каких-то веществ делаются. Самый лучший шоколад используется. Натуральный шоколад, натуральные сливки. То есть здесь используются все натуральные продукты. Все натуральные продукты. И получается, что и даже съедобное... Съедобное, да, это сусальное золото. Съедобное золото, пищевое. Все, сейчас пойдем пробовать. Кроме упаковки и подложки можно есть все.